Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Торт соты– десерт, который обожают все еще с детства. Невероятное сочетание хрустящих трубочек, нежного крема и легкой кислинки от вишни позволяет раскрыть все оттенки вкуса и наслаждаться каждым съеденным кусочком. Десерт полностью оправдывает название, ведь выглядит в разрезе как настоящие соты. Существует большое разнообразие его названий – девичий монастырь, трубочки с вишнями или монастырская изба. Мне нравится готовить десерт именно в такой подаче, как соты. Такое лакомство прекрасно украсит ваш стол не только к чаю, но и на званый обед. Этот торт всегда напоминает о теплом доме, семье и беззаботных временах детства. Для приготовления теста нам понадобится 200 грамм сливочного масла либо маргарина, 200 грамм сметаны любой жирности, 1 чайная ложка разрыхлителя, 3 столовые ложки сахарной пудры, щепотка соли и 350 или 400 грамм муки. В миску просеиваем 350 грамм муки, добавляем щепотку соли и 1 чайную ложку разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Добавляем сливочное масло и хорошенько перетираем с мукой, превращая в крошку. Масло можно взять холодное из холодильника и измельчить с помощью терки, а затем также перетереть с мукой. Теперь добавляем сахарную пудру и сметану. Замешиваем тесто. Поначалу это лучше делать ложкой. Затем руками. Если у вас тесто очень сильно липнет к рукам, можно добавить 10-20 грамм муки. В итоге тесто должно получиться мягким, эластичным и слегка липковатым. Теперь его нужно разделить на 5 равных частей. Каждый кусочек у меня получился весом примерно по 160 грамм. Посыпаем тесто мукой, выкладываем на тарелку, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час. Такое тесто можно подготовить заранее, например, за 1 день до выпечки. А пока подготовим вишню. У меня замороженная вишня без косточек. Перекладываю ее в сотейник, добавляю сахар. Сахара можно добавить 1 к 1, то есть на 700 грамм вишни добавить 700 грамм сахара. Но я хочу, чтобы десерт был в меру сладким и отчетливо чувствовалась кислинка, поэтому для начала добавляю грамм 100 сахара и отправляю на огонь. Провариваю примерно 3 минуты после закипания и пробую на вкус. Вишня бывает разной, поэтому следует обязательно пробовать. Если нужно, добавьте сахар. Меня по вкусу все устраивает, поэтому я убираю ее с огня и даю остыть. Вишню для этого торта можно приготовить заранее. Теперь приготовим крем. Для крема нам понадобится пол-литра молока, 2-3 яйца, 100 грамм сахара, 35 грамм крахмала, ваниль и 50 грамм сливочного масла. В миске смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, хорошенько перемешиваем. Теперь вводим крахмал. Для десертов лучше использовать кукурузный, но если такого нету, можно заменить на картофельный. Хорошенько перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков крахмала. В сотейник наливаем молоко и ставим на средний огонь. Сразу же тонкой струей вливаем смесь из яиц. Варим крем на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. На это у вас уйдет максимум 5 минут. После того, как крем загустел, убавляем огонь и еще варим несколько секунд. Затем снимаем с огня и добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем. Я перекладываю в миску, чтобы крем быстрее остыл. Накрываю пищевой пленкой в контакт. Так крем не будет заветриваться. И пока отставляю в сторону. Достаем застывшее тесто. Сначала разминаю его руками. Затем раскатываю в тонкий пласт толщиной примерно 2-3 мм. Формируем прямоугольник.
Если нужно, посыпаем стол и тесто мукой. Неровные края я обрезаю. Их также буду запекать. Измельчу в крошку и украшу торт. Делим тесто на 3 равные части. Длина примерно 30 см, а ширина каждой полоски 6-7 см. Вишню предварительно обязательно окиньте на дуршлаг и дайте стечь жидкости. Затем выкладываем в одну линию, отступая от края на 1,5 см. И аккуратно заворачиваем. Хорошо защипываем края. При желании нижний шов также можно защипнуть. Готовые трубочки выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой, швом вниз. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 15-20 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Трубочки должны подрумяниться и увеличиться в размере. Вот такие трубочки получились. Из некоторых немного вышел сок с вишни, но это не страшно. Оставляем трубочки остывать. Я выпекала в 3 приема, последнюю партию выпекала с обрезками теста. Их вынула из духовки чуть раньше, так как они приготовились быстрее. Из указанного количества теста должно получиться 15 трубочек. Формировать торт я буду с помощью вот такой квадратной формы. Дно промазываю кремом и выкладываю первые 5 трубочек в один слой. Торт будет чуть выше, чем бортики у моей формы, поэтому я добавлю пару полосок ацетатной пленки. Сверху щедро смазываем кремом. У меня он жидковат, так как я приготовила его заранее и он простоял в холодильнике 2 дня, поэтому сейчас у него такая структура. Лучше, конечно, приготовить крем перед приготовлением, но на вкус это никак не повлияло. Выкладываем второй слой трубочек, также поливаем кремом. И последний, 3-й слой. У меня видно, что крем по краям просачивается. Это не страшно. Отправляем торт в холодильник для пропитки на 8-10 часов. Крем в холодильнике загустеет. Его снова можно собрать аккуратно ложечкой и вернуть к торту. Так я и сделала. Забудьте накрыть пищевой пленкой, чтобы он не впитывал запахи холодильника. По истечении времени достаем заготовку из холодильника, убираем в форму. Поправляем лопаткой неровности, если нужно. Обрезки измельчаем в крошку с помощью блендера либо скалки. Щедро посыпаем торт сверху и по бокам. Хоть обрезков было немного, мне хватило на весь торт и еще даже чуть осталось. Торт можно подавать в таком виде к столу. По внешнему виду сейчас он похож на медовик или Наполеон. Но как только вы отрежете кусочек, все гости так и ахнут от удивления. Посмотрите, какой аппетитный и красивый разрез. Торт получился очень вкусный, хорошо пропитанный, в меру сладкий, с легкой приятной кислинкой и вкусом от вишни. Друзья, как вам такой десерт? Конечно же, его можно сложить домиком, как избушку, но мне такой интригующий вариант больше по душе. Если вам понравился рецепт, обязательно ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.